Друзья, всех приветствую, Genius на связи. И сегодня в обзоре рассмотрим действительно впечатляющую гибридную новинку от компании BGVP, модель наушников NS10. Наушники поставляются в такой довольно крупной коробке с хорошим таким оформлением. На лицевой части написано название модели наушников. Имеется логотип Hi-Res Audio, а это значит, что наушники прошли сертификацию. Ну а здесь указаны драйвера, которые были использованы при создании данной модели. Это Nauless и Sonyon. Сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает 8 арматурных драйверов и 2 динамических. Чувствительность наушников составляет 110 дБ. И они получили довольно низкий 12 Ом импеданс. Поэтому сразу скажу, что проблем с раскачкой данных наушников у вас не возникнет даже на каких-либо недорогих ЦАПа-усилителях. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Первое, что нас встречает, это такая небольшая инструкция по использованию наушников и по правильному подключению кабеля. Ну и конечно же здесь имеются все социальные сети производителя BGVP. Ну а теперь давайте рассмотрим наушники. Они здесь прям очень надежно зафиксированы. Имеют такой темно-серый цвет в моем случае. Но есть еще серебристый вариант. Я думаю, каждый выберет подходящий для себя. Только посмотрите, как они выглядят. Смотрятся они действительно очень хорошо. Мне нравится, что они сделали такой строгий дизайн, который, я уверен, понравится большинству из вас. На лицевой части здесь под таким аккуратным контурным вырезом имеется надпись BGVP NS10. И вот так в ряд расположились 3 акустических отверстия. А на внешней части наушника имеется надпись Science 2007. Ну и конечно же, друзья, мне стоит рассказать о сменных фильтрах, которые здесь можно поменять в любой момент. Вы сможете без проблем выбрать подходящие для себя. Наушники изначально приходят вот с такими короткими. Они подходят для такой популярной музыки. У них немного увеличена басовая область и ослаблены высокие частоты. Имеются еще вот такие красные. У них наоборот чуть больше высоких частот, но немного меньше низких. И вот фильтра, которые понравились мне больше всего, я бы назвал их аудиофильскими. Они слегка золотистого цвета и указаны как Hi-Fi. Они добавляют больше всего высоких частот, появляется больше всего воздуха, и при этом с ними наушники отлично отыгрывают на низких частотах. Использовал наушники я как раз именно с ними. Друзья, к таким наушникам идут соответствующие амбушюры, которые были упакованы в такую коробочку и дополнительно расположены в такие органайзеры. Здесь нам положили и один комплект пенных насадок, и 2 комплекта различных силиконовых насадок. Я думаю, у вас не возникнет проблем с их подбором. Я бы советовал использовать вот такие более широкие, вокальные, либо стандартные широким соплом, которые были одеты сразу на наушниках. Вот мне понравились больше всего именно они. Ну и конечно же, друзья, это еще не все. Вот в таком кожаном фирменном белом чехле имеется сертификат производства моих наушников. Они были сделаны в этом году, в октябре, 2 числа, то есть произведены они совсем недавно. Ну и конечно же, я думаю, вы обратили внимание на этот замечательный посеребряный кабель. Он модульный, 3 в одном. Здесь вам и балансный 4,4, и обычный 3,5, и 2,5 джек. Тоже балансный. У кабеля имеются такие хорошие гибкие заушины. То есть с удобством проблем никаких нет. Подключается к наушникам он очень просто с помощью интерфейса MMCX. Вот таким образом. До щелчка. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому главному, а именно к звучанию этих наушников. Слушал я эти наушники с моим любимым ЦАПом Topping G5. Подача в этих наушниках, конечно, удивила меня с первого прослушивания. Она действительно очень запоминающаяся, но обо всем по порядку. Слушал я их на различных музыкальных жанрах и старался нагрузить их на все 100.
Думаю, стоит начать сначала с более тяжелой музыки и плавно перейдем к чему-то более легкому. Рок-группа «Скелет», альбом «Awake» в этих наушниках звучит действительно потрясающе и захватывающе. Такой напористый, плотный, а главное чистый и обволакивающий звук. С кучей драйва, вызывающий действительно классные эмоции при прослушивании. Несмотря на кучу используемых инструментов, ударных наушники нисколько не сливают звук в единое целое и стараются отыграть весь материал раздельно и на максимум. Ударные очень хорошо подчеркнуты и не теряются среди инструментов. Мне также нравится, как чисто и благородно звучит вокал. Ну и несомненно радует, что у наушников практически не возникает сибилянтов, несмотря на далеко не идеально сведенный альбом. Они отыгрывают его очень чисто и детально. Ну и конечно же стоит упомянуть канадскую рок-группу Nickelback и их альбом Here and Now. Сведение в этом альбоме выполнено на очень хорошем уровне, поэтому его точно стоит послушать. Очень мощно и атакующие наушники отыгрывают ударные, которые оставляют после себя заметные хвосты. На самом деле этот альбом звучит нисколько не хуже, чем более тяжелый по нагрузке альбом «Скелет». Я бы даже сказал, что для них этот альбом является довольно легкой прогулкой. Опять же, наушники очень хорошо отыгрывают каждый трек и не возникает никаких вопросов. Друзья, я просто обязан был рассказать, как альбом Random Access Memories от группы Daft Punk звучит в этих наушниках. Записан и сведен он очень качественно, поэтому буквально каждые наушники я прослушиваю на нем. Ну а наушники BGVP NS10 отыгрывают его без каких-либо проблем. Очень чистое эмоциональное звучание, которое буквально погружает вас в другое измерение. Имеется хороший воздух на средних частотах, поэтому вокал звучит очень широко и объемно, не возникает никакого ощущения зажатости. Наоборот же, он выдвинут немного вперед и очень разборчив, а ударный отлично дополняет пространственное ощущение, оставляя за собой хвосты от реверберации сзади вокала. Ну и, конечно же, чистейшие тарелочки и крэши, которые здесь читаются превосходно, они очень разборчивые, имеют приятный и аккуратный блеск и не стараются вылезти вперед всего остального. Ну а последний альбом, который я решил включить в этот обзор, от хип-хоп исполнителя Tupac Me Against the World. Наушники превосходно справляются с низкими частотами и передают всю ту мощь и массивность басовой области, которая имеет отличную и различимую текстуру и вес. Отличный контроль на этом диапазоне действительно удивляет. Ну а ударные барабаны, такие очень атакующие, четкие, имеют подчеркнутые транзиенты. С отображением сцены у наушников не возникает никаких проблем. Каждый инструмент звучит отдельно, и наушники стараются отрисовать его образ максимально точно. Не возникает и никаких проблем с позиционированием, поэтому инструменты не теряются в миксе. Мужской вокал звучит очень весомо и объемно, отлично дополняя драм-партию с инструментами. Создается буквально идеально переданный музыкальный вайб тех времен, который вы ощущаете при прослушивании этого альбома. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. BGVP NS10 у меня оставили только положительные впечатления от прослушивания. Наушники получились буквально всеядными и справляются со своей задачей на все 100%. Ни один момент в аудиозаписи не будет пропущен мимо вас. Здесь имеется все для длительного, комфортного и эмоционального прослушивания. Глубокие, атакующие, массивные низкие частоты, прозрачная и объемная середина с очень хорошо акцентированным и проработанным вокалом, что мужской, что женские и превосходные детальные высокие частоты. С очень точными и аккуратными послезвучиями, которые будут вас только радовать и доставлять удовольствие при прослушивании. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.